Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Ольга, и я рада приветствовать вас на моем канале. В прошлом видео я показывала, как я шила шубу из искусственного меха. Ссылка на это видео сейчас появится. И у меня остался небольшой кусок этого меха, и его как раз хватило на то, чтобы сшить вот такую вот панаму. Панама очень теплая, и такая панама до сих пор еще остается в этом сезоне на пике популярности. Для пошива такой панамы нам понадобится всего лишь одна мерка – это обхват головы. Я буду шить панаму на обхват головы 56 сантиметров. Ну что ж, не будем терять время и приступим к построению выкройки и к пошиву. Как я уже говорила, выкройку будем строить на обхват головы 56 сантиметров. Сначала нам надо построить прямоугольник со сторонами А и Б, где А – это обхват головы, деленный на 2, это 56, поделить на 2 будет 28. Чертим линию 28 сантиметров. Это у нас А. Б – это высота панамы, тулья. Она у меня будет равняться 9 сантиметров. Это сторона Б. Теперь от этих точек, вот от этих углов к середине откладываем по 1,5 сантиметра. Ставим точку А. И здесь будет точка А1. Также от середины, вот у нас середина, откладываем вниз 1,5 сантиметра и от верхней линии, и от нижней линии. И ставим точку О и О1. Также я сразу сделаю прибавку с каждой стороны на 0,5 сантиметров. Это для свободного облегания. И ставлю точку Б и Б1. Вот. Теперь через все эти точки А, О, А1, Б, О1 и Б1 необходимо провести линию. Соединяем точку А1, Б1. Соединяем точку А и Б. И соединяем точку А и А1 через вогнутой прямой, которая проходит через точку О. И здесь главное выдержать у нас прямой угол. Здесь прямой угол. И также прямой угол выходит из точки Б и Б1. И соединяем плавные линии
проходящий через точку О и О1. Готово. Это у нас тулья. Теперь будем строить донышко панамы. И для построения донышка панамы я измерю сейчас отрезок А и А1. Я измеряю сантиметровой лентой, поставленной на ребро. Получилось 25 сантиметров. Теперь эту величину 25 сантиметров делим на 3,14. И у нас получается где-то приблизительно 7,9. Округляем до 8. Это у нас получается радиус. Радиус нашего донышка равен 8 сантиметров. Ставим точку. И при помощи линейки сейчас будем чертить окружность. Вот в центре я ставлю на 8, здесь 0, здесь 16. И вот так вот по кругу ставлю точки. Я поставила точки, и теперь все эти точки соединяю одной линией. Вот у нас получилось донышко панамы. Осталось нам только построить поля. Для этого я измеряю нижнюю линию тульи от точки Б до точки B1. Точно таким же способом я ставлю сантиметр на ребро и измеряю. И у меня получилось 29 сантиметров. Строим еще один прямоугольник со сторонами А и Б, где у нас сторона А — это величина, равная длине нижней линии тульи, это 29 сантиметров, и ширина Б — это будет у нас высота полей. Я взяла высоту полей 6 сантиметров. Вырезаем этот прямоугольник. Этот прямоугольник нам необходимо поделить на 8 равных частей, поэтому складываем его пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Вот, раскрываем, и у нас получились линии. Разрезаем прямоугольник по этим линиям, не доходя до края, где-то 1 миллиметр. Вот, теперь мы будем раскрывать наши линии на 1 сантиметр. И для этого я буду уже этот прямоугольничек выкладывать на другой бумаге, сразу закрепляя его скотчем. Находим серединку. И расширяем по 1 сантиметру. И сразу скрепляем скотчем. По краям добавляем еще по полсантиметра.
обводим. Обвели и теперь вырезаем по намеченным линиям. Вот такие детали выкройки панамы. Это донышко панамы, тулья и поля панамы. И теперь приступаем непосредственно к раскрою и пошиву панамы. От пошива шубы у меня остались вот такие вот небольшие выпады, кусочки ткани. И вот теперь я из них попытаюсь выкроить детали панамы. Я выкроила детали из меха. Это дно панамы, одна деталь. Тулья, две детали. И поля, аж 4 детали. У меня панама будет на подкладке. И из подкладочной ткани я выкроила всего лишь 3 детали. Это одну деталь дна панамы и 2 детали тульи. Я продублировала детали панамы. И теперь необходимо стачать боковые стороны тульи. Также поля по коротким срезам и также детали из подкладки по коротким срезам. Высекаю с припусков мех, чтобы не было лишнего уплотнения. Прикалываем донышко к верхнему срезу тульи и стачиваем. Точно так же мы делаем и на подкладке. А также стачиваем поля по внешнему краю. По кругу делаем надсечки. Теперь пристрачиваем поля к тулье. Панама уже практически готова. Но нужно еще пришить подкладку. Но перед этим нужно еще высечь мех с припусков. Это самое долгое, что занимает время. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Может, кто знает способ, как можно быстрее высечь этот мех с припусков. Теперь панаму вкладываем в подкладку, приметываем срезы и стачиваем в ту же строчку, в которую пристрачивали поля к тулье. Через оставленное отверстие в боковом шве мы выворачиваем панамку. Непростая эта задача. Смотрите аккуратно, чтобы ничего не порвалось. Все, вывернули. И теперь этот шов я зашью потайными ручными стежками. Это изнаночная сторона. И выворачиваем. Лицевая. Все, панамка готова. Большое спасибо за просмотр. Я очень рада, что вы это время провели со мной. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и шейте такую панаму и носите с удовольствием. И до встречи в следующих видео.